Итак, ребята, всем привет! Hello, everybody! Давно меня не было, был занят. Единственное, мог стрим провести, а видео никак не получалось, потому что работали вдвоем. Жили вдвоем, так скажем. Ну, кто смотрел стрим, тот знает, что у меня была прошлой неделе стажировка на контейнерах. Вчера понедельник был, вчера было 3, кстати, сегодня 4 апреля. Один день постажировался я на трейлере. И вот сегодня уже я самостоятельно погнал. Прочитал там, один комментарий. Ну, это не на ютубе, а там в Одноклассниках. Один там чиш пишет: если ты до сих пор стажируешься, значит ты жизни не видел. Ёпрст, о знаток жизни. Обалдеть. Знаете, есть такое выражение: чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что мы ничего не знаем. Но все это ерунда. Человек не понимает, что в каждой фирме, в новой, что бы ты ни делал, если там организация на уровне, то, соответственно, происходит как вам сказать, ну, то, что со мной происходило, да, стажировка. И из-за тебя, из одного человека не будут снимать с линии водителя для того, чтобы он тебя один день постажировал и привез на базу, либо 2 дня постажировал и привез на базу. Нет, такого не будет. Потому что водитель выезжает на линию, просто он соглашается тебя с собой взять. Поэтому получилось, что я 5 дней стажировался. Но, в принципе, я доволен именно, что 5 дней. Понедельник, вторник нормальный день, среда у меня был день косяков, четверг, пятница вообще все великолепно. Теперь главное не забыть, да? Ведь какая пробка, кстати, в Роттердаме. Ну а вчера один денек постажировался на трейлере, потому что там совсем по-другому организация. Это бумажная волокита, да, там все эти дела. Вот. И сегодня я уже на той же машине, на которой мы вчера ездили, с Лешей. Леша, кстати, если ты смотришь, привет. И Андрей, привет. Это 2 моих инструктора. Один Андрюха был на контейнерах, Леха был вчера со мной на трейлере. Он слез с трейлера, у него там другая работа. И теперь я вот сел на эту машинку и уже работаю с утра. С утра у меня было, так скажем, мощная погрузка, самопогрузка, брикеты, там прессованные опилки, по-моему. Я так понимаю, для печки. Вот это что он хочет? Он хочет, чтобы я его вмазал, что ли, блин? Какой-то непонятный чиж. Ладно. Взял. Контейнер у меня был пустой, поехал на загрузку. Загрузка, конечно, да. Самопогрузка, высокие палеты, потом крепеж. Ну и я как неопытный, все это дело у меня там заняло. Ну я еще там ждал, потому что у них там кофе-тайм было. Короче, все время, все с выездом у меня заняло в районе 3 часов. Но все нормально, с документами справился, закрепил. Уже там без крепежа не выпускают. Должен быть груз закреплен. Ну и понятно, если мы идем на Англию, на юки этот груз должен быть закреплен, опломбирован, все дела. Привез этот трейлер сюда, в Роттердам, на DFDS, сдал его и получил новый. Но я косякнул немножко. Здесь вот на этой линии, да, трейлеров, приезжая на DFDS в Роттердам, нужно заправляться каждый день. Как приезжаешь, должен заправляться, потому что бак здесь один. На этой машине 430 литров всего. А если AdBlue, то можешь заправлять там раз в неделю, то дизель надо заправлять ежедневно.
Ну, как приезжаешь в порт, так скажем. Там заправка есть. Так вот, конечно, лучше, блин, сдать контейнер, или там прицеп, вернее, в данном случае, и ехать заправляться на голове. А я, блин, вспомнил, что надо заправляться. Вернее, я не вспомнил, я посмотрел, у меня 3/4 бака, но решил позвонить Леше. Он говорит, нет, надо заправляться, потому что мало ли тебя пошлют в Германию, то все, и нужно, чтобы было топливо. Ну, хорошо, заехал, выезжал там, ну не, выехал без проблем, просто там едут эти, там надо задом выезжать, тягачи летают по порту. Надо очень аккуратно выезжать. И второй такой маленький, наверное, косячок. Но он не особо косячок, просто надо на голове заезжать и на склад ДФДС и получать то, чего у тебя нету. Ну, либо то, что ты взял у себя. По идее, должно быть так. У меня должно быть в тягаче наличие 15 ремней, 40 уголков, тир, шнур, пломбы, ну и, соответственно, 15 замков. Вот с утра я крепил груз, я использовал 16 креплений, да, стрепсы, как слинги, ну, короче, ремни, да, соответственно, 16 замков, но 10 замков было в прицепе, я своих использовал 6, и мне нужно было получить 6, как бы вернуть мои, чтобы у меня было в наличии мои 15. И также я использовал, соответственно, 32 уголка, и надо было их вернуть. Ну и, соответственно, я их вернул. Но для этого... Ну, красота, ну как они тут носятся? Подрезает фуру. Ну вот. Конечно, хорошо туда заезжать на голове. А я встал немножко в сторонке. Ну, нехорошо я встал. Я так сразу понял, там пока не было места другого, где встать. Можно было подождать, но мне уже времени. Я уже 45-ку там отстоял. 45 минут. Чтобы сейчас нестись, мне 280 километров ехать. Надо было там. А то я поехал бы на заправку, потом... А там уже у меня шла пауза, я решил ее продлить до этого самого. До окончания 45-минутной паузы. Не срывать там 15 или 30, знаете. Потому что час и время играет в мою сторону. Выгрузка завтра в 6:40 только утра. Чем быстрее я доеду, чем быстрее я начну отдыхать. И, соответственно, раньше могу встать. Вот. Ну, взял там уголки, все крепления. Да, и поехал там в сторону. Пока забросил себя в трейлер, надо будет потом, когда приеду на отдых, на паузу ночную, буду закладывать все это дело в бомбалюк, так скажем, так называемый. Да, это справа, с левой стороны. Вот. Посмотрел, что я везу. Везу я там отходы. Ну, упакованные, я не знаю, что там. Это не пластик и не... Это какая-то там макулатура, что-то так. Макулатура это, да. Походу. Я уже был в том месте вчера, куда я сейчас повезу. Процесс я знаю. Ёхайди, это машина в последний путь, как бы, передо мной едет. Ну и там есть паркинги по дороге, это на север, в принципе, Голландии я иду. Там есть и паркинги нормальные, и паркинги не прямо возле этой конторы. Вот. А вчера у меня тоже было, с утра мы взяли с Лешей прицеп, подцепили, поехали вот как раз туда, куда я сейчас еду. Оттуда мы поехали, загрузились. А с чем мы там загрузились? Картоном мы загрузились, бумагой. На Англию тоже. Загрузились и привезли сюда в ДФДС, потом отсюда взяли прицеп
с пластиком повезли вот, ну, не туда, куда сейчас я еду, ну там рядом, там 3 рядом свалки, которые мы обрабатываем. Ну это не свалки, это такие, знаете, как перерабатывают, короче, там заводы такие. Вот. И тогда оттуда мы поехали вчера на базу уже, под вечер приехали. Леша слез с машины, и я начал заносить вещи. Спать я пошел сегодня, ребята, в 2 часа ночи, так скажем, 1:30. А встал уже... Встал, по-моему, в 5:20 я встал, потому что я раньше не мог выехать. У меня в 8 была загрузка, но я раньше не мог выехать. Никак, потому что 9-часовую паузу надо было стоять. Ночью. Поэтому я мог выехать только в начале 7-го. Вот. Так что такие вот у меня сейчас дела. Настроение отличное. Голова, блин, шумная. Потому что информации это реально очень много. Очень много информации. И сейчас в голове такой контейнера и трейлера, да, все вот это вот. О, Христокам пошел. Вся информация, знаете, с обоих направлений у меня в голове. О, спасибо, дали дорогу мне. Ну а что еще сказать по Голландии? Про фирму я уже сказал в стриме. Кто хочет, может посмотреть. Кто хочет считать, что я там прогибаюсь. Ну, ребята, ну реально, просто мне нравится на данный момент. И я надеюсь, сейчас все зависит от меня. Как у меня пойдет. Ну, я надеюсь, что будет хорошо. Договорился с Эриком, что 10 недель отработаю. Ну, а там посмотрим. Очень надеюсь, что все получится. Так что снимать, не знаю, буду много, конечно, как обычно, но только, сами понимаете, здесь работа не такая, как я люблю особенно, да, там разные места, дальние переходы. Нет, здесь где-то 300, максимум 400 километров в день. В одну сторону и в другую там. Ну, вообще так получалось 240 в одну сторону и 240 обратно примерно. Но поскольку наступает весна, хотя утром сегодня ее не было у нас, она была, минус здесь, в Голландии. Но я думаю, что получится погулять, потому что городок Эммен красивый, и там рядом деревни всякие есть. Есть где погулять, здесь поснимать, побродить. Так что я надеюсь, что в этом сезоне, так сказать, в этой 11-й каденции будет не только руль, а будет еще красоты природы, так сказать. Ну а сейчас мы продолжаем движение, ребята, в сторону на север, короче. Видите, написано? Куда там? Куда-то туда. Ниоверкерк. Так что все нормально. Главное здесь смотреть за радарами. Хотя я не ношусь со скоростью, но все равно там 85 в некоторых местах. Тут радары могут на 86 зафиксировать наше передвижение, да, вот, фур. Там с горки понесешься здесь. Пока я еще их не выучил, эти радары, но есть такая штука, что многие получают билеты счастья. Может быть, и мне прилетит. Может быть, сегодня где-то я что-нибудь там, надо, кстати, посмотреть, когда через мост пойду, если там радар, потому что что-то у меня было 87, когда я спускался. Машина у меня DAF 470, пробег большой, 815 тысяч. Это не новый DAF, не последней модели, даже не предпоследний. Я тут уже забыл, как на том дафе работать, а что говорить о том дафе, про который я вообще и не знаю. Ну ладно, знакомлюсь. Что здесь есть? Тут есть кондишка на крыше, да, вот этот грибок кондиционерный. Есть ребаста,
Короче, есть как бы и охлаждение, и как бы, чтобы не было мне очень-очень холодно, и чтобы не было очень-очень жарко. Все это есть, все это работает. Опять там, что ли, пробка? Ну вот, все сделал я кабину, как бы прибрал я под себя уже, как обычно, 3 навигатора, здесь планшет рабочий системы Trimble, может кто знает из вас. Ну, единственная разница здесь с этим Trimble и карготрансовским Trimble, что здесь задания приходят в виде сообщений. Там приходили задания в виде планирования, да, и оттуда можно было автоматом зайти на этот самый, на навигатор. Но здесь так нет, здесь такого нету почему-то. Ну, очень, кстати, удобно штука, когда ты с навигатора просто берешь навигацию, включаешь и поехал. Ну, не знаю, может, со временем будет так. Посмотрим. Сейчас как раз у меня 4 навигатора работает. Как я говорил, этот навигатор показывает пробки. Он показывает пробки, ну вот как Саша мне говорит, но он не ведет вокруг пробок. Он просто показывает, что там пробка, и у тебя будет задержка. Иногда он предлагает альтернативные маршруты, но чаще он не предлагает, стесняется, походу. Машина у меня трехосная, потому что мусор бывает переваливает за привычные нам 24 тонны. Ну а по-моему здесь 45 тонн можно возить. Да, вчера у нас была такая интересная ситуация. В Голландии нас остановили баги, и поехали мы на проверку. И мы обратили внимание с Лешей вчера, что проверяли в основном голландские машины. Но и залетчика, потому что подъехал немец, потом подвезли, вернее, немца. У него там и колеса проверяли, и высоту проверяли. Короче, все проверяли. Вот. И кто помнит мою прошлую каденцию, у меня была переработка. Помните, когда там топлива мне не хватало? Меня послали за топливом якобы. И 2,5 часа у меня улетели так, что я еще 16 минут переработал. Но у меня была заготовлена распечатка на этот случай. И я мог объяснить. В крайнем случае я бы сказал, видите, я вот такая вот получилась фигня, и у меня там написано, что посылали меня на топливо с офиса вечером, блин, время было много, в итоге все станции закрыты, и я не нашел паркинг, остановился там, где я буду загружаться. Я бы сказал бы еще ему, что и в итоге они мне сделали так, что я переработал, я разорвал с ними контракт и уехал домой. Но ничего этого не произошло. Они смотрели, ребята, только на отдых. Только на отдых. 9.11, 9.11, 45.24, 45.24. Вот что важно для них. Ну, зато теперь у меня чистый чип, как у Леши. У него там были свои какие-то маленькие косячки. Ну, как у всех водителей, там 2 минуты, где-то 1 минута, где-то 2 минуты, что-то там переработал. Главное, что периоды отдыха не нарушались. Вот это главное. Это, кстати, к тому, что говорят, что даже если минуту нарушишь, тебя штрафуют. Ну, человеческий фактор. Какой полицейский, какой проверяющий, от этого много чего зависит, правильно? Что еще хочу сказать? Кстати, полицейский сказал, что с 1 апреля они уже начинают проверять 56 дней, ребята. Вот так-то. По-моему, они должны были начать проверять с 24 года. Но вот он сказал, что с 1 апреля. Нас он проверяет по 28, по 28 дней проверял. Но следующая проверка, если будет, скажем, у нас уже, там, скажем,
2 мая будут смотреть уже не 28, а 30 дней. Так что это информация от полицейского, это информация не от меня, а именно от проверяющего. Ну что, ладно, тащимся по этим самым, по пробочкам. Показывать нет, ну погода в Голландии, блин, офигенная. Ой, погода, природа, ребята. Я буду замечать что-то красивое, буду показывать, рассказывать. Ну и как обычно, мой канал, кто сюда пришел первый, это не учебный канал. Я рассказываю то, что вижу, то, что слышу, что происходит со мной, что происходит с моими знакомыми, как дела на фирме. Ничего такого сверхъестественного, никого не собираюсь там покрывать грязью. А если покрываю, то очень культурно и только когда уже накипело. Вот. Так что сегодня, грубо говоря, у меня уже 2-я неделя идет. Но интересно. Сейчас же католическая Пасха. И как они работать будут в пятницу, воскресенье и понедельник. Ладно, воскресенье по-любому выходной. А вот пятница и понедельник очень интересно. Если я далеко буду ехать по Голландии, можно работать как по Швеции, да, каждый день. Рабочие праздники по барабану. Я имею в виду ехать. Фирмы там, конторы, заводы, они, конечно, не работают. Как-то вот так. Ну, что-то я уже стал задерживаться, блин. 9:30 показывает, что я приеду. 9:30 у меня уже время закончится. Ну, у меня в 6:40. 9:30. Нет, мне нужно где-то стать на паузу в 8 вечера. Да, где-то 8 вечера, чтобы в 5 часов я стартанул и спокойно доехал без пробок до места назначения. Вот так. Ну ладно, ребята. Едем дальше, как всегда. Я и что-нибудь потом еще расскажу уже по прибытии. Покажу, где я буду ночевать. Может быть, возле свалки буду ночевать. Так что погнали дальше. Вот. Ебаван. Денбор. Вот так-то. Погнали. Погнали. Поползли. Ребята, сори, что-то у меня в голове почему-то имя Леша. Вчера работал с Женей, Евгений. Так что, Евгений, привет тебе и спасибо за вчерашний день. И сейчас, кстати, пришло у меня сообщение о новой работе. Надо будет ехать, ну, завтра. После того, как я выгружу груз, надо ехать на загрузку. 52 палета. И что еще? И в конце палетов, да, надо поставить крест-накрест стропы. Значит, наверное, на пароме пойдет. Где-нибудь на верхней палубе будут его затаскивать. Ну, все ясно. Единственное, посмотрю, сколько километров до загрузки. Наверное, обратно потащу сюда вот на ДФДС. Ну, значит, ну, видите, вот обычная работа на трейлерах, крепление. На контейнерах креплений нету. А здесь вот крепление. Ну, потренируемся, посмотрим. Вспомним молодость, так скажем. Ладно. Погнали дальше. Пробка вроде рассасывается, потом появляется маленькая, ну уже не такая мощная. Это радует.
Перепроложить? Ну что, ребятки, вот и вечер, вот и закончился мой первый самостоятельный нормальный рабочий день. В Ситрансе моя машинка. Припарковался я. Такой паркинг. 3 машинки здесь. Ой, ветер. Поле, беседка. Ну, на ночь нормалек. Ремонтирует. Так что проехал я 610 километров за сегодняшний день. 14 часов отработал. Мог постоять 45 минут, поехать дальше, но я не знаю, был бы там паркинг. А рисковать как-то не очень хочется. Сейчас переброшу еще замки куда надо, то торопился, чтобы быстрее поехать. Замки, уголки, ремни. И все, начну готовить ужин и отдыхать. Завтра где-то часов 5:30 надо встать, 5:30 уже надо выехать. 6:40 выгрузка. Надо соблюдать. Приехать вовремя. Не как сегодня приехал. Поехал, а там, ремонт дорог и, на 20 минут, грубо говоря, опоздал. Но это не важно, конечно, самому неприятно. Там напротив тоже паркинг есть. Там, по-моему, тоже были места, но там, чтобы его объехать, фиг узнать. Можно было вот там стать. Но я как-то сюда поехал, потом мне показалось, что здесь место более-менее. Ну, припарковался. Вот так, вроде нормально. Никому мешать не буду. Груз у меня все равно. Мусор. Кто хочет, пускай собирает. Английский мусор. Ну что, я думаю, работать можно, все в порядке. Ну, спасибо, что заходите, ничего такого особенного, но мои первые будни, надеюсь, будет получаться и дальше снимать видео. С интернетом проблемы. Закончилась шведская карточка, надо купить срочно голландскую. Но для этого нужно быть на базе, так чтобы магазины работали. Ну, на этом все, ребята. Как обычно, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока.